Всем привет! Сегодня мы вместе с Хауди расскажем вам все, что известно о игре Resident Evil Village, которая выйдет 7 мая в этом году. Всем приятного просмотра! О, картошка! Итак, давайте начнем с измененных персонажей. А начнем мы с Криса Редфилда. По просьбе фанатов он теперь выглядит как в прошлых частях серии, а не как в Resident Evil 7. Ради актера по захвату движения ему пришлось сделать пластическую операцию. А еще бицуха пропала. Классный. Персонажи прошлой игры серии практически не изменились, ну хотя бы в новой одежде ходят. А также Итан поймал здравый смысл и теперь не ходит на серьезные дела в брюках с рубашечкой. Молодец. Мия Винтер сходит с новой модной причесочкой. Также у них появится ребенок, который будет фигурировать в сюжете и очень сильно с ним связан. Ребенок будет не совсем обычным из-за когда-то зараженных Мии и Итана. Также в трейлере засветились вот эти два персонажа, скорее всего они положительные, но какую роль играют — секрет. Из злодеев тут Альсина Димитреску, которая вампирша еще и с когтями, и Хайзенберг, который словно приперся из Red Dead Redemption 2. А также игра будет связана с 15 веком. Это можно увидеть по карте игры, различные вампиры и оборотни будут злодеями в игре. По-моему, такое разнообразие для Resident Evil — это очень даже круто. Насчет системной части игры мы поговорим немного. Судя по демо-версии для PlayStation 5, Супер цена 45999. мы можем сделать вывод. Игра имеет схожую системную часть с игрой Resident Evil 7. Resident Evil 8 Village по сути является полноценным продолжением этой игры. Capcom по-серьезному хайпят на своем движке, и новые ремейки этому подтверждение. Очень серьезным изменениям подвергся инвентарь. Теперь он выглядит как в 4-й части игры серии. Это что-то по типу дипломата. Одно фото с геймплея показывает, что Итан теперь сможет драться без оружия. Ай, больно в ноге! Из оружия здесь пистолет Итана, с которым он скорее всего будет ходить в начале, дробовик деда, ну и пистолет Криса, который скорее всего является самурайским клинком. А теперь пасхалки, только теперь буду говорить не я, а мой друг, на которого, кстати, ссылка в описании, переходи, черт возьми. Всем привет, я с канала Хауди. Я снимаю фан-фильмы, которые наверняка вас заинтересуют. В этом ролике я расскажу про пасхалки, ведь я это дело очень люблю. В предстоящем Resident Evil 8, уверен, в игре будет куча пасхалок. Но сейчас я расскажу о тех, которые известны. Игра в общем похожа атмосферой на Resident Evil 4, но есть некоторые моменты, которые можно отметить. Допустим, винтовка, которая будет в игре, ну уж очень похожа на ту, что была в 4-ке. Еще общая тема игры — деревня, опять же 4-я часть. Еще в 8-й части будет 4 замка, в 4-й части тоже был замок. Но самое интересное можно увидеть на карте к игре. Тут видна ну уж очень большая рыбка, возможно это сородич вот этой рыбки из 4-го Резидента. Ладно, по пасхалкам проехались, идем дальше. Давайте рассмотрим покупку всего этого чуда. Если купить обычные издания, то вы практически ничего не получите, но об этом чуть-чуть попозже. На ПК обычная версия игры будет стоить 2000 рублей, ну а на PlayStation 5000 рублей. Есть еще коллекционные издания. Помимо основной игры вы получите стилбук, постер, артбук и фигурка Криса Редфилда. Такое издание обойдется примерно около 15 тысяч рублей. Еще есть Deluxe издание. Оно будет стоить 5700 рублей на PlayStation 4 и на PlayStation 5. На ПК оно будет стоить 2400. В него входит комплект стандартной версии и еще дополнительный набор. Пистолет-клинок самурая, игровой фильтр найденная пленка,
Resident Evil 7 магнитофон для сохранений, музыкальная тема Go Tell Aunt Rowdy для безопасной комнаты, украшение мистера везде, разблокированный доступ к самому хардкорному уровню сложности жуткая деревня и артбук трагедия Итана Винтерса, который выглядит очень даже стильно. Еще хочу подметить, что все добро из Deluxe версии игры входит в издание коллекционки. Также ко всему этому есть версия, в которую входит 8-я часть и 7-я часть со всеми дополнениями. Еще, какую бы вы версию ни приобрели, в любой из них будет доступен онлайн-режим Reverse в честь 25-летия Resident Evil. Также я сейчас хочу предположить одну штуку, так что это, скорее всего, будет спойлером, может и нет, я пока сам не знаю. Если вы хотите это пропустить, то перемотайте вот сюда. Один из артов к игре выглядит настолько странно, будто прямым языком говорит: Крис Редфилд — это оборотень. Не знаю, правда это или нет, но теория очень интересная. Ведь Крис в трейлере ведет себя очень странно. Chris? Sorry, Ethan. Ну и конечно же, какой Resident Evil без Амбреллы? Здесь тоже она будет приплетена. В каком-то месте в трейлере мы увидим вот такую плиту, где видны 4 знака особняков и прям посередине значок Амбреллы. Я вообще не удивлен. Также на карте к игре можно увидеть целых 2 знака Амбреллы. Тоже в принципе не удивительно. Помимо того, что игра перенасыщена отсылками на Resident Evil 4, здесь есть еще кое-что интересное. Как мы помним, еще в старых давних Resident Evil были особняки, и здесь их будет целых 4. Это очень круто, что игра возвращается к своим корням. Это было и в Resident Evil 7, и Resident Evil 8 также будет нас этим радовать. Йоу, к сожалению, мы подошли к концу, но я хотел бы еще кое-что сказать напоследок. Подпишись на канал и поставь колокольчик, если ты еще этого не сделал, потому что когда выйдет Resident Evil 8 Village, я буду проходить ее на своем канале. Надеюсь, вам понравилось это видео и вы поставите лайк, потому что я вложил много сил в этот видос, несколько дней его монтировал, но я сейчас не буду вот это вот все говорить, так вот лайки напрашивать, вот это уже все сами, все как хотите. Главное, чтобы вам видео понравилось, ведь я реально над ним старался, ё-моё. Всем спасибо за просмотр, плейлист, в котором содержится видео по Resident Evil, будет в описании. Всем спасибо, всем пока. Well, Ethan Winters. There you are. Да я вкинул слишком много, чтобы быть чуть-чуть спокойным. 250 миллиграммов лежит под моей губой. Эти цепи снова светят, я впаду на новый Порше. Снова вкинул пару в Google и поехал по У меня 4 пака под верхней и нижней части. Еще одна подушечка и один назад прошло. Я танцую мелли-рок со своей корвой под губой. Нафиг ваши драги, соли, снюс под губой, будто бой.